Привет, меня зовут Михаил, и в группе Шакран я играю на барабанах. Так как мы все рассредоточены по территории СНГ, партии к альбому записывались дистанционно, так же как и к предыдущему альбому. Дима присылал мне демо-записи, я под них играл, импровизировал до тех пор, пока не вырисовывалась какая-то постоянная стабильная партия. Затем мы общались через социальные сети, перекидывались с аудио и видеозаписями и утверждали или отбрасывали какие-то варианты. Были моменты, когда я не сразу понимал, почему Дима сделал тот или иной ритмический ход в гитарах, который, безусловно, надо было как-то обыгрывать или повторять на барабанах. На первый взгляд он казался каким-то нелогичным и думаешь, нахрена так вообще делать надо было. Но зато потом, когда уже прииграешься и прочувствуешь это, все это воспринималось и сейчас воспринимается как какая-то фишка, изюминка, и играешь это с удовольствием. На этом альбоме барабанные партии получили больше грува, стали более насыщенными моими любимыми гост-нотами, в целом слушается более органично, не слишком сложны восприятия, но в то же время есть где посчитать. У меня уже есть любимые треки с альбома, на некоторые из которых мы уже сняли плейтру, которые выйдут после релиза альбома. Я использую барабанные палки из Граба, украинского бренда Star Sticks. Они имеют несколько меньше вес, чем у аналогичных моделей конкурентов, прекрасный баланс и очень высокую прочность. Пластики серии Onyx, Emmet и Hydraulic от Evans. Двойную педаль Axis A21, подписная модель Дерека Роди с датчиками E-Kit. По поводу тарелок на момент записи этого видео решается еще вопрос. На данный момент все тарелки от производителя Paiste, большинство из которых серии Alpha. На барабанах установлены триггеры для записи MIDI, однако на концертах я триггерую только бас-барабан, что позволяет ему не теряться в общем миксе, особенно при быстрых ритмических рисунках. Это реализовано с помощью датчиков E-Kit от Axis, а также барабанного модуля Alesis Trigger.io, который ныне выпускается под брендом D-Drum. Модуль принимает сигнал с датчика, и еще до посылок секвенсор может преобразовать его. Например, того же бас-барабана мы можем выставить в нем значение константа, и в этом случае даже слабые удары будут приходить в секвенсор как сильные. Затем в секвенсоре в барабанах, плагинах или контактовских библиотеках назначаем нужный нам звук и получаем его с одного из выходов аудиокарты. Мне очень нравится получившийся результат. Не было каких-то в процессе записи тяжелых переговоров или компромиссов. Со звукорежиссером Максимом было очень приятно работать. Он был
открыт ко всем пожеланиям и внимателен к мелочам, которые кто-то мог даже не заметить. Но тем не менее доводили все до того момента, когда ни у кого не оставалось никаких сомнений в том, что все, вот мы это сделали, заканчиваем работу. Ждем вместе с вами, друзья. Осталось совсем недолго.